Друзья, если у вас нет возможности, времени, желания, сил читать рассказ Роберта Шекли «Запах мысли», смотрите это видео и будете знать о приключениях межзвездного почтальона на незнакомой планете столько же, сколько и человек, который прочитал этот фантастический рассказ. Итак, у пилота почтолета Лероя Кливи начались неполадки. Лерой – межзвездный почтальон на старом корабле. Неполадки были связаны с охладительной системой. На базу он передал, что приземлится на ближайшей кислородной планете. База ответила, что высылает к нему спасательный корабль. Кливи сел на планете 3М-22. Он успел выпрыгнуть из корабля, прежде чем тот взорвался. Почту, кстати, сохранил. Вскоре Кливи увидел пробегавшего мимо маленького зверька величиной с белку, но с темно-зеленым мехом. У этого зверька не было ни глаз, ни ушей. Появился другой зверь, размером с волка, тоже зеленого цвета, тоже без глаз и ушей, но с мощными клыками. Слепой волк охотился за слепой белкой. Это было смешно. Внезапно белка задрожала, и волк ее съел. Кливи подумал, что у этого волка большие зубы, и тотчас волк повернулся в его сторону. «Теперь он съест меня», – подумал он. «Наверное, я буду первым съеденным человеком на этой планете». Когда волк подошел очень близко к нему, Кливи отключился. Очнулся он вечером. Странно, но он был жив. Почему волк не съел его? И тут он увидел местную пантеру. Тоже зеленую, тоже без глаз и ушей. Она ушла прочь. Как только он подумал о ней, то увидел, что она повернулась к нему. И тут он понял, что животное обнаруживало его телепатически, по мыслям. Пантера приближалась. Нужно было срочно перестать думать о ней. Тогда Кливи стал лихорадочно думать о своих девушках, о космолетах, о планетах, о синяках на ноге. Сколько их? 8. Еще раз нужно пересчитать. Точно 8. Пантера приближалась. Блин, как можно в такое время не думать о пантере? Эврика! Он подумал, что он пантера-самка. Тогда животное подошло к нему и потерлось об него. Вскоре пантера убежала. Кливи начал думать. Вероятно, у каждого животного есть свой запах мысли. Он уснул. Когда проснулся, то с удивлением обнаружил, что еще жив. Вернулся к остаткам своего корабля. Взял какой-то металлический стержень, хоть какое-то оружие. Очень хотелось есть. Кливи увидел кустарник, попробовал ягоду и принял решение поесть. Потом запил водой из ручья. После этого начал искать какое-то укрытие, чтобы дождаться спасателей. Но местный ландшафт не позволял найти подходящее место. По небу пролетел местный стервятник. А рядом Кливи увидел сразу 4 волков. Тогда он подумал, что он волчица, которая ищет своих волчат. Не прокатило. Один из волков прыгнул на человека. Кливи ударил его стержнем. Тот отступил. Все 4 снова наступали на него. Тогда Кливи представил себя пантерой. На секунду волки остановились, но все равно продолжали движение. Один из них прыгнул на Кливи и свалил его с ног. Во время борьбы человек представил себя змеей. Волки быстро отступили. Кливи понимал, что нужно и дальше оставаться змеей, но он побежал. Волки кинулись за ним. Тогда он представил себя птицей-стервятником, как он кружит над землей. Волки стали подпрыгивать вверх и щелкать зубами. Постепенно он ушел от них. День закончился. Проснулся. Спасателей нигде не было. Стоило только на миг подумать о пантерах и волках, как они тут же появились. Рядом не было ни деревьев, ни скал, только кусты. Блин, что делать? О!
Стану кустом. Животные остановились. На плечо Кливи села птичка. Она клюнула его в шею, а потом еще и еще. Этот дятел реально достал. Он схватил его и кинул в пантеру. Животные кинулись на него. Кливи только успел подумать, что он уже труп, как звери сразу же отступили. Он стал разлагающимся трупом, на который не поведется ни одно животное, кроме стервятника. Стервятник спокойно подошел к нему, и Кливи ударил его ногой. И снова пантера была готова накинуться на него. Как жаль, что с собой нет факела. Точно, факела! И он представил себя факелом. Все звери вокруг стали убегать подальше от Кливи. Но внезапно на него обрушился ливень. Когда он пришел в себя, то был уже на звездолете. Почтмейстер сказал, что он подоспел как раз вовремя, потому что Кливи находился в эпицентре степного пожара, и он успел включить увлажняющую систему. Почтмейстер посмотрел на Кливи и спросил: «Скажи, а почему на тебе нет ожогов?» «Все».